Приветствуем всех! Сегодня у нас разбор довольно захватывающей истории про молодого ученика Хань Ли. Да, у него там ситуация, прямо скажем, непростая. Именно. Всего несколько месяцев на подготовку к, решающей встрече с наставником доктором Мо. Да. Источники у нас — это главы из повествования, как раз описывают подготовку, и само столкновение. Наша задача, значит, разобраться в его стратегии, в его хитростях, и вообще, как там все повернулось. Да, потому что Хань Ли ведь понимает, что он слабее доктора Мо, верно? Абсолютно. В силе он уступает, это очевидно. Поэтому и ставка такая не на долгую культивацию, а на быстрые, эффективные техники самозащиты. То есть что можно освоить быстро и применить неожиданно. Именно. Сложные методы он откладывает, он понимает, шанс будет только один. Один момент, чтобы застать Мо врасплох. И он действует, изучает техники, заказывает интересное оружие. Кинжалы с модификациями, какие-то маленькие колокольчики. Ага, для отвлечения внимания, видимо. Похоже на то. А потом оставляет записку, мол, ухожу тренироваться в уединение, а сам раз и в тайную пещеру. Хитрый ход. Как доктор Мо на это? Он же наверняка не простак. Ну, конечно, он разгадал уловку, пришел в ярость, это да. Но решил подождать. 4 месяца, как Хань Ли указал. Просто ждал. Не совсем. Он отправил за ним шпионом, быструю такую птицу, облачно-крыловую, чтобы следить. Ага. И еще что любопытно, он там сам с собой разговаривает. Вернее, с неким голосом у себя в голове. И этот голос его предостерегает, мол, не надо недооценивать этого паренька. Интересный момент. А Хань Ли тем временем в пещере. А Хань Ли времени не теряет. Тренируется на износ, искусство мягких костей практикует. Это чтобы тело стало гибким, но почти как жидкость. Ого! Чтобы прятаться лучше. Да, даже под землей, по описанию. Оттачивает движущиеся дымовые шаги, это сложная техника уклонения. В жутких условиях постоянно используя целебные гранулы. То есть он себя калечит и лечит, чтобы быстрее освоить. Похоже на то. Птицу-шпиона он замечает, кстати, но решает, пусть летает, не обращать внимания. А его основная техника — стиль вечной весны. А она прорывается на 6-ю ступень. Это дает ему обостренные чувства и не совсем обычную ци, такую псевдоистинную, порожденную эликсирами. Вот как. То есть его развитие сильно завязано на внешних средствах. Именно. Эликсиры, пилюли, он их потребляет просто в огромных количествах. Это не классический путь культиватора, но дает быстрый результат и неожиданные преимущества. Понятно. А его друг Ли Фэю? Там же была какая-то история со шпионами. Да. Хань Ли же ему перед уходом передал информацию, и Ли Фэю ее использовал, разоблачил шпионов в секте и, так сказать, сделал себе карьеру. Но это уже другая линия. Вернемся к Хань Ли. Наступает день встречи. Он возвращается. Да. И доктор Мо встречает его, с такой показной добротой. С улыбочкой? Но Хань Ли настороже, конечно. Естественно. Он сразу требует противоядия от пилюли трупа насекомого. Помните? Мо его контролировал этим. Да. И что Мо? Дал? Дал. И что удивительно, оно оказалось настоящим, действующим. Серьезно? Зачем? Непонятно сначала. Но потом Мо говорит: «Дай-ка я проверю твой пульс, оценю прогресс». А вот оно что? Ловушка. Именно. Тут маска испадает. Мо проверяет пульс и понимает, Хань Ли достиг 6-й ступени, а не 4-й, как он сказал. То есть ученик не просто хитрит, он стал реально опаснее. И Мо атакует. Уворачивается. Начинается бой. И Хань Ли использует все свои заготовки. Так? Все подряд. Дымовой порошок – 1. Колокольчик под потолком для отвлечения – 2. Атака из-под земли – 3. Ранит Мо в живот. Из-под земли это как раз мягкие кости. Видимо, да. Потом использует кинжал, широкий как зеркало, ловит им солнечный луч из двери и прямо в глаза Мо, ослепляет вспышкой. Ух, какой расчет. Но и Мо не лыком шит. Он применяет свою коронную технику «демоническая серебряная рука». Руки у него реально меняются, становятся серебряными, неуязвимыми почти. Звучит страшно.
и движения становятся сверхбыстрыми. Хань Ли приходится использовать эти дымовые шаги, чтобы просто уклоняться. А они жутко выматывают, тратят много энергии. Сила на исходе у него. Да, видно, что он выдыхается. И вот кажется, все, Мо почти его схватил. Но Но Хань Ли применяет последнюю уловку. Тот самый кинжал, которым он ослепил Мо, оказывается полым. а внутри? А внутри спрятано короткое шило. И этим шилом он бьет Мо в шею. В шею. Серьезно ранил? Да, кровь, бой останавливается, Хань Ли отбрасывает оружие и предлагает Мо мир. Или сдаться. Что? После такого? Вот ему в шоке, он думает, это какая-то новая ловушка, не верит. А в чем подвох? А Хань Ли объясняет, шило-то было смазано ядом, редким, называется благоуханная намотка шелка. Яд. Настолько сильный. Очень коварный. Медленного действия, но нейтрализовать почти невозможно. И самое смешное, Что? рецепт этого яда Хань Ли нашел в книге самого доктора Мо, В одной из его медицинских книг. про которую Мо, видимо, совершенно забыл. Невероятно. Просто ирония судьбы. Вот именно. Ученик использовал знания мастера против него самого. Итак, получается, ситуация полностью перевернулась. Слабый, казалось бы, ученик загнал опытного мастера в угол. Не силой, а умом, подготовкой и, знанием из его же библиотеки. Да, доктор Мо отравлен, и теперь уже Хань Ли диктует условия. Это, конечно, подводит к вопросу, что же все-таки решило исход? Сила Мо, его опыт, или вот эта расчетливость Хань Ли, его хитрость, его нестандартные способности от эликсиров? А может и самоуверенность самого доктора Мо, его недооценка противника. Тот самый внутренний голос его ведь предупреждал? Действительно, есть над чем подумать. На этом наш сегодняшний разбор, пожалуй, будем завершать. Да, история поучительная. И остается, наверное, такой вопрос для размышления. Вот как часто недооценка того, кто кажется слабее, и забвение собственных же знаний, каких-то деталей из прошлого, может привести к совершенно неожиданному финалу.